Здравствуйте, я Станислав Кузнецов, приветствую вас на своем канале. В одном из своих прошлых видео я рассказывал о том, как на операционную систему Windows Server 2016 установить роль DHCP и как с ней работать. То есть как задать область и как задать параметры. В этом видео я хочу рассказать то же самое, тоже про DHCP, но только как его установить на Windows Server 2019, работающего в режиме Core, а также как создать область и как настраивать параметры. Итак, что мы имеем? Мы имеем Windows Server 2019 Core, только-только загрузился, и, собственно, первое, что необходимо сделать, это установить роль DHCP. Для установки роли DHCP необходимо запустить PowerShell. Набираем PowerShell. И из-под PowerShell с помощью командлета под названием add Windows Feature добавляем роль DHCP. add Windows Feature. Указываем, значит, ставим значение name. Указываем имя роли, которую мы хотим сделать. Это DHCP. И указываем параметр include management tools. Include management tools. Поехали. Итак, процесс пошел. После того, как отработает, у нас роль сервера DHCP будет установлена, и можно приступать к настройкам. Прежде всего, нужно сначала задать область, а потом настраивать опции. У DHCP много опций, свыше сотни. Вот, и чуть позже покажу, как они настраиваются. Итак, отработало, да? Все. Следующее, что необходимо сделать, это задать область. Значит, задается область с помощью командлета add DHCP Server 4 Scope. add DHCP Server V4 Scope. Дальше идет параметр под названием name. Указываем имя области. Ну, например, мы хотим зарезервировать диапазон под Wi-Fi. Да, так и назовем его. Wi-Fi. Следующее. Указываем, значит, значение Start Range. Указываем начало диапазона. Так, через черточку. Start Range. Указываем начальный адрес из диапазона. Пусть это будет, например, 192.168.7.200. Дальше необходимо указать последний адрес диапазона. Ключ End Range. End Range. Пусть это будет 192, 168, 7, ну, 220. Да, 21 адрес зарезервируем, да, для раздачи по Wi-Fi. Следующее, что необходимо указать, ключ Subnet Mask. Subnet Mask. 255 3 раза 0. После этого нужно указать, значит, хотим ли мы сделать активным сразу же или активируем потом. В данном случае с ключом state говорит о том, что параметр актив говорит о том, что мы его делаем активным. Active, state active. И последний параметр – это имя компьютера. Вот компьютер name. Компьютер name. Этот сервер называется S2019 Core. Так, все, вперед. Отработало. После того, как создалась область,
можно, значит, просматривать параметры, которые в этой области настроены. Значит, делается это с помощью командлета под названием get-dhcp-server v4 option value. Вот и так вводим командлет get dhcp сервер v4 option value. Указываем имя компьютера, компьютер name. Значит, называется он S2019 Core. Вводим, значит, идентификатор области, ключ scope ID, значит, ID, scope ID. Вот, и идентификатором является, значит, номер сети 192.168.7.0. И последний, значит, аргумент, который мы поставим, это, значит, который будет задавать, в каком виде будем вводить список. Вот для этого ставим прямую черту, формат лист. Формат лист. Enter. Итак, мы видим, да, что настроена только одна опция с номером 51. Это время аренды. Время задается в секундах. Вот, собственно, сейчас мы с нее и начнем. Будем ее менять. Допустим, захотим 2 часа. Как в кафе, допустим. Да, зашли, 2 часа, можете пользоваться Wi-Fi. Вот. Итак, для того, чтобы изменить какой-то параметр области, вот используется командлет под названием set-dhcp-server v4 option value. Вот то же самое, что get, только set. Set dhcp-4 option value. Дальше идет параметр номера опции, option ID, option ID. И мы сейчас будем модифицировать, задавать опцию с номером 51. После этого параметр value, будем указывать значение его, 7200 в секундах, если мы хотим 2 часа. И scope ID указываем. Вот. Все. Поехали. Задаем 2 часа время аренды. Отработало. Проверяем. Предыдущий командлет. Смотрим, что вот у нас значение было 691 200, стало 7200. То есть мы время аренды заменили. И сейчас, для того, чтобы все работало нормально и корректно, необходимо также поменять еще 2 опции. Это опция с номером 3, который задает шлюз, и опцию с номером 6, который задает DNS-сервер. Итак, с опцию номер 3 option номер 3 и value это шлюз по умолчанию 192.168.7.1 Enter. И также опцию номер 6, которая задает DNS-сервер. Опцию номер 6 и адрес DNS-сервера возьмем гугловский 4 восьмерки 8888 Enter. Отработало. Все. Теперь, если хотим посмотреть, значит, какие у нас параметры прописаны, мы видим, что у нас время аренды задано, у нас задан шлюз, маршрутизатор, да, шлюз по умолчанию, и задан DNS-сервер. В принципе, вот это минимальный набор параметров, который необходим для корректной работы в интернете. Ну, а у меня на сегодня все. Если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки. А если не хотите пропускать новинки, то подписывайтесь на канал.